тут, ну, этого нет, народ простой. Круто. Футбол, пиво и о русском поле. Сегодня мы поговорим о спорте. О Панаме. Да, поговорим о Панаме. Если тема будет интересна, обязательно поставьте лайк. Вот. Ну а сейчас начнем. Иосиф, расскажи, пожалуйста, как ты вообще оказался в Панаме, что такое произошло с тобой? Ну, меня, в общем, украли инопланетяне. Нет, ну, на самом деле у Ты меня... стесняешься камер? Нет, на самом деле... У меня отец учился в Минске, женился с моей матерью, родился я, мы переехали в Панаму, потом они развелись, мы приехали в Минск с матерью, отец остался тут. Ну и потом я приехал уже в сознательном возрасте, 8 лет назад, приехал сюда, чтобы там посмотреть за последними днями своего родителя, я его похоронил. Ну и пока я тут вот во всем этом варился, посмотрел на Панаму и решил, что все-таки лучше остаться тут, чем возвращаться куда-либо в другое место. А в каких местах ты был? Ну, я жил в России, в Белоруссии, на Украине, я был в Европе. Ну, все, что можно посмотреть в пределах Евразии, я посмотрел вроде. Ну, не был в Китае. Что там делать? В то время это было не модно. Вот. Ну, здесь я живу уже вот 8 лет. С 15-го года я тут, в Панаме. Братья, сестры или ты один? И да, у меня тут есть брат, у меня тут, ну, большая семья. Ну, брат взрослый человек, занимается работой, строит метро. Ну, есть тут родственники, конечно. Расскажи о себе, чем ты здесь занимаешься? Я преподаю йогу, занимаюсь графическим дизайном. Ну, сейчас решил сконцентрироваться на йоге. Преподаю классы йоги, преподаю медитацию, пранаяму. Ну, за здоровый образ жизни без перегибов. Без панамских выкрутасов. Да, мы за срединный путь, чтобы ни туда, ни сюда не перегибалось. Я понял. А расскажи, пожалуйста, как вообще в Панаму тяжело попасть эмигранту на сегодняшний день? Что нужно для этого? Какие-то документы? Ну, эмигрировать в Панаму достаточно тяжело. Самый простой способ – это эмиграция за недвижимость, да, это уже все знают, что, ну, в последнее время говорят, поскольку я глубоко в этой теме не варюсь, я могу говорить только то, что я слышал. Что сейчас выросла эта ставка, то есть раньше надо было заплатить, там, сколько, я не помню, $300 тысяч. Ну, то есть ты вносишь, это виза инвестора называется, ты вносишь в панамскую экономику $300 тысяч, это ты можешь купить квартиру или там вложить в какое-то дело панамское, и тебе дают визу инвестора, да, тебе дают ВНЖ, ВНЖ, и под это ВНЖ ты можешь делать ПМЖ, да. Это самый простой путь, но его сейчас увеличили до 500, то есть пол-ляма тебе надо сразу внести. Но ты можешь купить квартиру в личное пользование, да, типа за 500. Но это как бы ты все равно вносишь вклад в экономику. Ну, также ты можешь в банк положить. Ну, можно положить в банк, да, в экономику. Ну, ты вот берешь свои деньги и впускаешь их в экономику страны, и тебе дают визу инвестора. То есть деньги крутятся, ты как бы деньги зарабатываешь, живешь тут, но нужно наличие этих денег, да. Ну, немало. Вот, это, ну, есть тоже там ряд, можно через покупку лесных угодий, да, тут покупаешь вроде тиковое дерево, тут покупаешь себе тиковое дерево, плантацию, ну, то есть покупаешь, вносишь деньги, растет дерево, его рубят, ну, то есть как бы через это как-то аграрная виза, да, вроде это называется. Есть такое. Ее даже лесная называют. Да, лесная виза. Вот. Ну, это самые такие простые способы. Ну, проще простого, конечно, просто приехать сюда на 90 дней. Хотя сейчас, судя по последним данным, приняли новый закон, который сократил туристическое пребывание на территории Панамы с 90 дней до 15. И наличие
наличие у тебя денежных средств должно быть не менее $1000. Либо на руках, либо на счету. Либо ты должен показать кэшем, что у тебя есть косарь, либо сделать выписку из банка. Опять же, это Панама. Тут могут тебя этого не спрашивать. Ты, ну, там, пройдешь спокойно, никого не заинтересуешь. Но такая ситуация, что могут тебя дернуть, спросить, у тебя нету денег, тебе дадут штраф, тебе выпрут из страны. Ну, тоже выпрут, чтобы тебя выгнали из страны, это я не знаю, надо что-то такое начудить. Вот, это самые простые способы. Да, ну и потом ты остаешься тут, и за просрочку платишь каждый месяц там $50 за месяц. За месяц $50. Да, ты должен заплатить, и то. Ты должен заплатить не каждый месяц, ты ходишь как по расписанию и платишь. А перед тем, как вылететь, ты идешь в миграцион и, ну, показываешь документы, что я вот пробыл столько-то, столько-то времени. Они тебе дают бумажку, ты идешь, оплачиваешь штраф. И с этим штрафом ты уже на вылете подходишь к погранцам, и они тебя пропускают. Потому что если ты идешь без этого, они ставят штамп, что ты нарушил пограничный контроль, да. И в следующий раз тебя не пустят. Тебя могут не пустить мало того, что в Панаму, могут не пустить в Канаду, в США, ну вот весь этот американский край. То есть они информируют другие Конечно. Страны? Ну, США тут, ну, они все вот так вот. Понятно. Окей. Ну, значит, на сегодняшний день ты гражданство имеешь. Расскажи, пожалуйста, какие преимущества иметь гражданство Панамы? С какой, преимущество? Ну, вообще, путешествие, преимущество в стране, сколько, что дает? Ну, виза, панамский паспорт да. тебе дает въезд, там, я не помню, 124 страны всего, да? Или сколько? Ну, около что-то того, да. Ну, короче, панамский паспорт тебе дает вроде 124 страны, въезд, или всего 120. Ну, короче, большинство. В Евросоюз ты можешь въезжать без визы. В США, в Канаду, в Японию. В общем, даже в такие сложные страны, как Япония, ты можешь приехать без визы. Это вот то, что тебе дает панамский паспорт. Великобритания еще. Да, идет. Британия, Италия, Сингапур, Гонконг. Да, в сложные по въезду страны ты как бы въезжаешь. У меня там соседи ездят в Англию как на электричке, я не знаю, съездить. А в самой стране какие-то преимущества есть, то, что ты имеешь? Вот, допустим, турист, да, и вот ты с гражданством. Разница ваша? Ну, большинство туристических мест я либо не плачу, в смысле, не гостиница, а есть тут, например, Камарка. Экскурсия. Нет, Камарка. Например, Камарка — это там территория, где индейцы, да? Ага. Чтобы посетить, или там пляжи есть, да? Чтобы посетить, иностранец, экстранхеро, гринго должны заплатить там за вход, $10, $20, $30. Я потому что это моя земля, я, панамец, либо там плачу $2, либо не плачу вообще. Это вот такое. И это касается не только мест отдыха, а и многих вообще. Культурных мероприятий, национальных всяких штук. Что еще? Налоговая система, да, тут очень простая. Прям открыть свое дело, это, ты просто идешь, тут, как это называется? ИП открыть. Да, открыть ИП, это прям ты идешь, в одну там штучку, в офис, я не помню, как он называется, в офис, говоришь, я хочу открыть там дело свое. Они говорят, как твоя фирма называется? Ты так-то, так-то. Они, хорошо, иди заплати в банк $20. Все, ты платишь в банк $20, все. А налоги? А налоги ты начинаешь платить только тогда, когда, есть выручка. По истечении года, когда твой месяц ежемесячный превышает там $1200 вроде. Окей, будем брать выше $1000, тогда они начинают с себя считать налог. И то, это только по прошествии банковского года. То есть вот ты год ничего там, В течение года ты ничего не платишь, да. только в конце года. И то, если у тебя ежемесячный выручка выше там $1000. А какой процент налога? Это 6% вроде, или 10%. Или даже если 12%, это какие-то крополя. Я понял. Хорошо. А вот по поводу, люди интересуются, прибыв в страну, можно ли иностранцу, мигранту найти здесь работу? И как сложно это?
В общем, работу найти можно. Ну, это понятно. Работу найти можно всегда, везде, но ехать в Панаму для того, чтобы заработать здесь денег, не получится. Мгм. Ты скорее... Ну, некоторые умудряются, но это скорее исключение из правил, потому что слишком это геморройно, слишком это... Ну, люди не хотят брать на работу иностранцев, Мгм. потому что на каждого иностранца в штате должно быть 10 панамцев. Мгм. То есть поэтому как бы нанимать То есть ему иностранцев. нужно даже будет увеличить Есть- свой штат. Даже Правильно. если ты открываешь тут фирму, Да. если ты открываешь фирму, ты должен нанять себе в штат панамцев. Ну вот ты уже, получается, иностранец, Да. но в твоем штате должны быть панамцы. И как бы ты можешь, их А есть физически не нанимать, Да. но тебе все равно придется им платить А зарплату. минимум есть, сколько человек я должен? Там 1 или 2? Ну вот на одного иностранца раньше было 10, точно мне матушка говорила, что 10 человек там, но сейчас вроде меньше сделали. Ага. Но все равно в любом случае, даже если есть тут такой способ, типа как открыть акционерное общество, да, типа Sociedad Anónima называется. И в общем, ты открываешь как бы вот акционерное общество, но у тебя в управлении должны быть панамцы. У Мгм. тебя один быть должен точно, либо тессеро, который держит все, короче, твои доходы, да, который Исполнительный директор. исполнительный директор, да, и бухгалтер Мгм. должны быть панамцы. То есть, как бы открывай, проблем нет вообще, но в любом случае тебе придется платить налоги, в любом случае тебе придется платить деньги в экономику Панамы. Тут как бы заходи с любой страны, но заплати деньги в экономику. Так, а кто приезжает, вот с кем ты коммуницируешь, чем занимаются в Панаме? Работают? В Панаме бизнес не ведут. Не ведут. У меня есть знакомые риэлторы. Риэлторы это такая, работа, которая не требует особо. Вложения. Да, ты там нашел каких-то знакомых, кто купил-продай, просто, на другом немножко уровне. А так, чтобы официально устроиться на работу, Панама, Не та сторона. не та страна. Если у тебя есть какой-то источник дохода извне, то Панама прям идеальная. Все доходы, заработанные вне страны, не облагаются налогом. То есть даже если ты открываешь, офшоры сейчас уже не открываются в Панаме. Вот тут это Sociedad Anónima, да? Ты там платишь какие-то копейки, а если твоя Sociedad Anónima работает за границей, то налог ты не платишь. Ты платишь какой-то уставной фонд, но налоги ты не платишь. Вроде как бы так. Окей. Поясни нам, пожалуйста, вопросы некоторые задают. Что такое офшоры? Что это имеется в виду? Офшоры – это когда твои счета обслуживаются внутри страны, но ты не платишь налоги в стране своей резиденции. То есть, если ты там работаешь в России, ты открываешь счет за рубежом, и он обслуживается за рубежом, и они не дают никаких налоговых деклараций, никаких налоговых отчетов в страну твоего пребывания. Вот это вроде как офшор. То есть из России переводят деньги, по факту они не докладывают никому. Сколько Да, оттуда доходит. сколько денег работает, сколько у них прибыль, поэтому это же была тут огромный кипиш, я не знаю, помнишь ты или нет, Panama Paper, что там у Путина, что у российских олигархов тут в Панаме потормозили крупные, не потормозили, пооткрывались крупные счета денег, что у них тут офшоры, и после этого, именно после этого в Панаме прекратили все офшорные манипуляции с А на деньгами. сегодняшний день, окей, вот есть проблема снятия денежных средств, если ты, вроде отправляешь на свои счета панамские, не принципиально там Россия, может другая страна, Нет. возможность снять наличку там 100 тысяч, Если 200 тысяч если у долларов. тебя есть банковские реквизиты, если ты клиент банка, то без разницы, откуда приходят деньги. Тут деньги есть. Окей. И нету проблемы, просто в России есть, да, докажи, откуда у тебя взялись деньги, принеси Нет, в справку. Панаме этого нету. Ничего не надо показывать. Нету. Могу прийти разом снять 200 тысяч долларов. 200 тысяч тебе, конечно, спросят. В банке, я думаю, да, можно. Скорее всего, можно. Нет же проблем. Если они у меня оказались, значит, они как-то Да, заработаны. можно. Да. Понятно. Говорю, что я тут особо не
Такими суммами не кручу. Да, чтобы прям так. Уверенно сказать. Поэтому, ну, я думаю, что... Но я интересовался вот в банке Банисма лично, да, спрашивал, подходил, я говорю, вот, ребят, скажите, пожалуйста, я хочу $100 000, допустим, снять. У меня есть проблема, то, что мне надо какие-то документы, нет, не надо, но лучше тебе позвонить, чтобы на кассе эти деньги были. Сумма. Да, у меня тоже был знакомый, они, правда, сейчас уехали. Вот у них тоже не было никаких проблем. Ну, у них не было проблем с деньгами, но у них были проблемы с переводом из России. Поэтому они искали какие-то способы. Ну, это вот когда началась вся эта движуха. Вот, а так, чтобы они говорили, тут, что какие-то лимиты по снятию, нет. Я понял. А вообще открыть счет здесь тяжело? Да. Тяжело, да? Да, открыть счет довольно-таки сложно, потому что сейчас, по последним данным, вот тоже вчера, там я видел, что надо справка из налоговой, надо подтверждение твоих доходов за год с твоего места работы или там с твоей, ну, с налоговой. В общем, тебе надо гору документов принести. Опять же, если это на русском языке, тебе надо сделать переводы. Ну, да. Надо все это пропостелировать. Ну, то есть проблемы в этом. Понятно. Так прийти в банк и по-простому, здрасте, откройте мне экспресс-счет, это не работает. Хотя тоже я слышал, что тут есть банкомат, ну, можно купить банковскую карточку, есть автоматы, и там типа сразу тебе дает банковскую карточку. Я не помню какая. То есть через банкомат ты получишь карту? Как-то, не банкомат, а автомат стоит. Да. Ну, автомат, и он тебе дает карту. Ну, то есть ты заполняешь свои данные через вот этот Да. терминал? И он тебе дает И карту. он дает сразу карту? Да. Типа как экспресс без... Сейчас я вспомню, как он называется. Но это панамская, ну, внутренняя кухня. Прикольно. Но опять же, тут есть, можно за крипту платить в магазине. Тут есть автоматы, которые дают кэш за крипту. Ну, прям с автомата ты... Да, ну там комиссия такая. Ну, комиссия, ну, а что, да, что ты хотел? А что за магазины есть, которые прям принимают? Да, магазин, ну, есть в этом, как это называется? Там есть DT или битки? Битки. То есть в биткоине могут прийти и купить? Да, за биток. Ага. Прям в магазе ты платишь И битком. дополнительной комиссии? Нет. Окей. Ну, или какая-то она То там... есть ты должен иметь карточку или ты можешь онлайн? Я не знаю, я не платил. Все, окей. Ясно. А как вообще здесь по самой стране, как считаешь, чем привлекает Панама, что сюда приезжают иммигранты? Эмигранты? Да. Ну, остаются здесь. Ну, живут. здесь в основном сюда приезжают люди из Канады, из США, грингосы, из Европы, много французов тут. Тут очень хорошая пенсионная программа. Если ты пенсионер, тут даже есть манипуляции, что типа виза пенсионада, есть даже такая виза пенсионада. Ну, есть, в общем, всякие люди, которые ее могут открыть. В общем, виза пенсионада, если ты можешь подтвердить, что у тебя есть пожизненный доход в размере $1000 США в месяц, то тут ты можешь открыть типа визу пенсионера, да? Тут для пенсионера скидки на транспорт, скидки на авиатранспорт, скидки на все общественные заведения, скидки на барберию, скидки на медицину, скидки на все. Ну, прям на все, и скидки там умопомрачительные, чуть ли не по 50%. Ну, не прям на все. Ну, намного. Ну, 25%. Ну, намного. Поэтому грингосы, конечно, они приезжают сюда, потому что у них и так есть деньги, а тут еще все это дешево, на качественном уровне. Почему бы нет? Ну, во-первых, природа. Ну, цены тут не такие дешевые, как хотелось бы. Цены тут достаточно... Ближе к американским. Ну, можно сказать, московским. Ну, вот столичные цены. Ну, вот московским относительно чего? Сейчас доллар опять вырос, рубль упал, тут не скажешь. В общем, цены такие, гуманные. Не сказать, что сильно дорого, и не сказать, что прям дешево. Но качество продукции по цене прям огонь. Вот прям огонь. То есть
Тут мясо, молоко. Ну, есть, конечно, что-то там не хватает некоторым, тут гречки всякой, не знаю зачем. А вот эти продукты, они Хотя свои? тоже можно купить. Свои или привозные? Это Панама. Да. Ну, это Панама. Что тут у нас есть? Канал. Кукуруза, рис. Нет, тут у нас есть канал. Через канал гонят все, Нет, правильно? это понятно. Не, я к тому, что... А местные? Да, Что- да. Ну, местные это фрукты. Фрукты, ну, у нас тут арбузы, да, растут. Манго. Ну, в основном фрукты, кукуруза, рис, Рис, картошка. фасоль. Да, фасоль, чечевица, нут. Нут тут Это я своё прям, растет. Да, нут прям. И круто. вот это еще как называется, как картошка? Юка. Юка, да. Юка, нони. Ну, в общем, овощей, корнеплодов тут достаточно. С голоду тут не умрешь. Насколько сильно развито сельское хозяйство и развивает ли вообще его здесь? Ну, тут сельское, ну, если растет рис, если... Ну, в основном тут страна маленькая, поэтому огромный агрокомплекс тут не нужен. Ну, тут есть сельхозугодья, ну, небольшие, потому что тут, опять же, коровы породы брамин, они не сильно мясные. Ага. Ну, есть, ну, по крайней мере, закрывает потребность внутреннего рынка полностью, я думаю. А в другие страны... Экспорта, ну, Нет, да? есть, я думаю, есть. Ну, опять же, я не могу говорить прям, потому что для меня эта тема Понятно. не моя особо, но, в общем, у меня родственники работают в этой фигне, и как бы, ну, я думаю, экспорт есть. Ну, экспорт кофе у нас есть. Хороший кофе? Кофе один из лучших в мире и один из самых дорогих в мире. Кофе Гейша был продан, самый дорогой кофе в мире. Был продан там японскому какому-то императору. Но не так давно, конечно. В общем, кофе Гейша рекомендую попробовать. Он такой мягенький, хороший кофе. Ясно. По поводу иностранцев ты сказал, окей, канадцы, американцы, французы, В последнее время русские. русскоговорящие, почему Да, сюда едут? в последнее время... Как считаешь? Вообще другой континент, не Европа, не СНГ. И вот поэтому я сам, в последнее время понятно, почему едут. Понятно, потому что безвизовый въезд, 90 дней ты можешь как бы Ага. прикинуть, куда тебе хотя бы как минимум рвануть отсюда, посмотреть. Но, опять же, Панама настолько она мягкая, что ты уже после этого не хочешь никуда ехать. Тебе, реально тут, как я не знаю, они в воздухе что-то распыляют, что, не хочется отсюда прям уезжать. Прям затянуло и все. Лайфовая, да? Да, все прям. И тут, панамцы самое такое расхожее слово, когда ты спрашиваешь, что, как дела, как сам, транкило, все спокойненько, все на расслабухе. Вот это самое, вот основная черта Панамы, транкило, todo bien, транкило. А чем вообще здесь занимается молодежь? То есть вот если там, не знаю, культурные мероприятия или тут развлекательное, что тут вообще происходит? Тут в каждом районе тут есть свой парк, да, небольшой. Сейчас мы в центральном парке, да, парк Амар, один из самых больших в городе. Но в каждом районе есть маленький такой парк, обычно. И там есть площадь какая-нибудь. И вот там постоянно на выходных какая-нибудь движуха. Или там брейк-дэнс устраивают, или какой-нибудь концерт. Или в Кангрехо, есть район, там постоянно выходные, там постоянно какие-то концерты, постоянно какие-то сейшены, то рок, то хип-хоп, то брейк-данс, то спортивные какие-то мероприятия. Да, основная часть времени молодежи уходит на футбол. Тут все повернуты на футболе, прям очень много футбольных полей, много. Они платные, но все идут, играют, и прям все любят. Это латиноамериканская прям такая движуха, все любят футбол. Да, это основная движуха, это футбол и бары. Бары. Бары, То есть конечно. ночная жизнь здесь такая. Да, в городе прям она... Кипит. Да, тут прям целый район, там где Только ночью... по выходным или будни тоже? Все время. Все время? Это все время. Старый город. Ты был там в старом Да. городе? По ночам? Да. Там все гуляют. Там, отдыха нет. Там вся туристическая
движуха именно там. Но тоже там зашел за угол, и все, и ты потерялся. Да. А как вообще здесь, просто про Панаму очень многие говорят, что все-таки в Панаме небезопасно, да? Как ты считаешь? Ну, то, что здесь преступность, наркотики. Не слышал об этом. Такое. Ну, Твое мнение? мое мнение, здесь безопаснее, чем в Питере, чем в Москве, чем в Минске, чем в Киеве. Ну, в Киеве сейчас я не знаю. Ну, в общем, я был и там, и там, и там. Там, ну, тут тоже есть районы, там, такие неблагожелательные, как в любом крупном городе, есть районы, там, в Минске это там какая-нибудь, я не знаю, Чижовка, Серебрянка, где там вот дети пролетариата, где там все сидят, киряют на лавочках, и вот если вечером ты туда заплывешь, с какого бы ты там райончика нет, ты кто такой, иди сюда, да, дай сигарету, и все, ну, тоже тут есть, вот, например, в городе слава ходит о таком районе, как Чорио. Ага. Прям если ты турист, ты туда забредешь, то Это ближе к Альберку, да? это прям вот где 5 мая метро оттуда. Синко де Ма. Нет, это сейчас тебе скажу, где это. Это Чорио, это сейчас как бы тебе. Это вот где старый город, Ну да. где вот Дворцовая площадь. И вот, ну, чуть дальше туда. Ну дальше, да, в Чуть сторону, дальше, в сторону трибунала Амадора, Виктория. как Амадор. Вот, как вот идти в сторону, как ехать в сторону моста. Ну да. Моста двух Америк. Да. Ну Синко де Майо, да, туда по диагонали. Ну вот да, это там. То есть, типа в Чорио ты забредешь, и там сразу тебя все выбегут и ограбят. Ну нет, ну то есть я много раз ходил по Каледонии, тоже Каледония, типа тут такой райончик неблагожелательный, там барыги, вот вся эта движуха. Но это прям в городе, ты часто через него ходишь, там сидят эти обдолбанные, но ни разу у меня за все время не произошло никакой стычки с какими-то неблагонадежными элементами. Хотя подходили там, типа, ты откуда? То есть настолько все доброжелательно, что даже гопники, они как бы к тебе, такие, Они аккуратно подходят они с проверкой. они подходят не чтоб тебя, да, в это самое, влупить, а чтобы типа, вау, ты иностранец. Ну, конечно, если ты будешь идти, там у тебя золотые цепи, ты там с этим телефоном. Rolex. Да, то, Иди сюда. конечно, даже не иди сюда, там по затылку тебе дадут, и пуп, и все. Ну, раньше было, опаснее. Вот на Синко де Майо у меня кузен, говорит, шел на работу, разговаривал по телефону, из-за угла, говорит, какой-то выстрогался непонятный чел со стволом. Говорит, давай сюда телефон. И ты ему отдал телефон, и все. А вот с оружием тут вообще разрешено оружие? Да. То есть можно хранить у Да, себя и да. использовать его. Да. Разрешение нужно получать? Да. Но оружие можно купить. Поэтому как бы преступность тут не сильно, как бы, потому что может достать волыну. Ну, то есть я даже... Нет, дома, она должна быть дома. Но защищаться он может оружием, если разрешение. Естественно. Хорошо. А как тут вообще ситуация с наркотиками и проституцией? Легально, нелегально? Кто-то говорит, можно, Трава у кто-то нас не легальная. В этом году президент, или в прошлом? В прошлом, я уже не помню. Ой, тут тоже, Панама, так время летит, что не замечаешь. В общем, трава у нас легализована То есть человек может идти спокойно по улице курить? в медицинских целях. Медицинских только. Да, Значит, трава у нас- определенные дозы минимальные. И опять же, тут нету у нас ни точек, где продают То медицинские есть нету каких-то таких барбершопов? с Нету, метро? но как бы кури. И вообще кури. Тут тут идешь по улице, такие прям То есть- облако, и Дыма, ты да. такой, ничего себе. И никто вообще не... А и если легавый там стоит рядом, и тут облако проплывает. Окей. А если мы сейчас сидим нормально. в парке, Мгм. и кто-нибудь курит, кто-то будет жаловаться? Нет. Не будет. На куреху точно не будет. Ясно. А с проституцией легально, нелегально? Нет, но да. Нет, да, это как? Если ты вечером выйдешь, То стоят везде. все. И полиция не трогает, не Нет, а зачем? Они же ничего плохого не делают, правильно? просто стоят. Экономику они как бы поддерживают. Все. Понятно. Тут даже есть такие бары. Бар, ты приходишь туда. Вообще тут как бы хостес, да, есть,
как это, хостес называется, да? Ну да. Девушки, которые просто вот рядом с тобой сидят, Ага. общаются, Ну, и ты, обслуживают, как бы. да, ты сгоняй малая за пивасиком, она чик-чик-чик метнулась, да, но Да. ты должен за это как бы баночку Ну пива да, да. купить. И она с тобой как бы сидит и пьет. Да, она с тобой сидит, пьет, бухает, ты за нее платишь, ну как бы. А есть бары, где помимо этого есть отдельная комната, если вы понравились друг другу, ты говоришь, ну пошли, малая, ну Окей. пошли, вы... И по, Ты заплатил, по и всё. факту юридически это не открыто, Это такие вип-бары. но и не запрещено. Ну, все знают, но никто не гоняет, потому что ничего такого не происходит. Ну, потому что проституция, ну, всем понятно, что это везде есть. Но еще это как бы, Я понял. ну, на таком уровне, прям, чтобы всем разрешить, еще не доросли. Там до Европы еще не доросли. Насколько здесь вообще полиция лояльно относится, и не может быть такое, что тебя вдруг там остановили, подкинули наркотики, Нет, либо еще что-то? нет, Нет? нет, это прям, ну, это скорее исключение из правил, потому что полицейский тут друг. Мгм. Вот, все. То есть, если у тебя какая-то проблема, если что... Я знаю, там могут там начать писать, что да, ну, тут это самое, нифига. Если ты относишься хорошо, то полицейский тебе поможет во всем. Ну, он по закону должен тебе помочь всем, чем может. И по-человечески, и по закону. Ну, вот так вот тут работает. Не то, что ты там видишь легавого и акап, там, думаешь, тут наоборот. Ну, прям я первое время после Белоруссии прям шугался. Ну, сразу настораживаешься, да, видишь полицейского, сразу настораживаешься. Это уже такой шлейф из Беларуси. А тут наоборот. Видишь полицейского, сразу можешь расслабиться, потому что, ну, вокруг 100 пудов безопасно. Вот и вся разница. Ну, если ты там особый тип, то, конечно, тебе сделают все возможное, чтобы тебя прижать. Главное не выделяться. Ну, главное не доставлять неудобства другим окружающим. То есть делай, что хочешь, будь максимально открытым, занимайся чем хочешь, но не мешай другим. Не приноси вреда, не мешай другим. И тогда все тут. Ну, наверное, именно поэтому Панама настолько она хороша, что тут свобода и демократия в хорошем смысле этого слова. Не в том, что тупой народ правит непонятной отсталой страной, а в том, что, ну, ты реально свободен до тех пор, пока ты не вредишь окружающим. И только окружающие, ну вот, как бы тебя уравновешивают твою вот необузданную жажду пойти к проституткам. Понятно. Ситуация, смотрел на дорогах, очень часто аварии происходят и так далее. С чем это связано? Ну, с тем, что многие ездят без прав, ну, потому что законы простые, ну, как бы... То есть права можно купить, да, я так понял? Не, можно просто ездить без прав, Можно платить без штраф. Ага. И тебя там не посадят на несколько суток за это? Ну, нет. Нет, не Ну, сажают. там вначале пару раз ты заплатишь штраф, там вроде 3 раза тебе... Да, 3 раза тебя ловят, ты платишь штраф, потом могут закрыть. Но опять же, то есть, во-первых, попасться, надо либо бухому быть, либо, ну, настолько это, ну, я не знаю. Ну, иностранец может здесь ездить на, Конечно, на 90 своих дней, правах? 90 дней свои, правах, да, да. 90 дней права, Я потом обязан поменять. А тут я даже камер тут минимально, да, на скорость. Ну, в городе тут, конечно. Тут даже светофоров 2 штуки на весь Да, город. даже по старинке на трассе вот так стоят, Мгм. ловят скорость. Окей. Так, ну, с твоей тематикой, ты говоришь, занимаешься йогой, преподаешь, правильно? Да, конечно. Как ты считаешь, панамцы вообще к йоге близки? Панамцы близки к Оросконпою. К чему? Оросконпою, рис с курицей. Понятно. Это... Ну да, панамцы... в общем, одна неприятная для панамцев новость. Ну как неприятная? Ага. В общем, среди всей Латинской Америки Панама лидирует по количеству выпитого пива
на душу населения. Тут сербают пиво, как, наверное, только немцы похлеще. Ну, тут еще И едят много. Да. Много едят и много пьют не пиво. следят за собой, вот очень много пухлых, толстых. Ну, не то, что не следят за собой. Тут ты видел, какие тут порции еды дают в общепите? Ага, Видел? да. На одну порцию можно реально 3 похавать, да, поесть. Ну, 2 так точно, можно Ну да. смело на 2 раздербанить. А это вот в один портрет, и они едят так с детства. Но опять же, ну, тут не так развит спорт, как у нас, потому что тут жарко, да, у нас, ну, я имею в виду в Европе. Да. Потому что у нас везде спортивные площадки, везде. Ну, прям. Помнишь, были даже эти калистеники, как турникмены. Ну да. Что, то есть заняться спортом, это прям... А тут В парках стоят, находятся везде. А тут на улице ты не можешь заниматься. Тут как бы с этим сложнее. А пойти заниматься куда-то в клуб, это надо платить деньги. Ну да. А лучше, ну, зачем платить деньги Лучше за спорт? поесть. Лучше поесть. Когда еда стоит там $5, да, ты на $5 набьешь себе вот так вот пузо. А за спорт ты должен там за один урок Ага. заплатить $15. Понятно. За час. Ну, В общем, панамцев йогов нет. есть, занимаются. Ну, конечно, не так. Редкость, да? Не редкость, но ну, тут это как более, знаешь, более элитарное, что ли, да, не для всех, как бы йога это, о-хо-хо. И все к этому так относятся, потому что, ну, страна маленькая, деревня, а йога это все-таки надо немножко... Переключить свое сознание. Да, ну, как минимум ты должен интересоваться спортом, чтобы прийти к йоге, да, или философией какой-нибудь, ну, хоть какой-то, ну, чтобы понять, что это такое йога, нужна она тебе или нет. А тут, ну, этого нет, народ простой. Круто. Футбол, пиво и о русском поле. Футбол. Но, опять же, тут есть вот, ну, если в городе, тут есть клубы, ну, не клубы, как это, йога-студии, ну, достаточно дорого тут все это дело. Поэтому не для всех. Поэтому мы мутим свою движуху для тех, кто молод. Для тех, Да. кто в теме. Для тех, кто в теме, набирайте меня в Инстаграм. Я надеюсь, там будет Да. ссылка. Сделаем. Вот. Вопрос в заключение. Какие минусы все-таки в Панаме есть? 3 минуса сможешь назвать? По сравнению с... окей, минусы. Да. Это немного, конечно, заторможенное развитие в плане там Apple Pay, ну, таких современных технологий. Немного это все медленно доходит. Музыка, не хватает музыки, движухи. Ну, именно вот клубы, да, вот где там хаус, Электронной музыки. то есть. электронной музыки. Ну, вот не хватает европейского вот этого Стиля вайба. такого. Вот. Ну, это сразу прям вот, это вот все минусы, которые я могу сказать. Все. Ну, еще что, ну, и с работой, конечно, что если ты иностранец, приехать заработать в Панаму, это минус. Это прям, ну, с другой стороны, это плюс, что тут нету гастробайтеров, что тут нету вот Понаехали. да, Понаехали. что тут приезжают, ну, люди, хотя тут тоже много никарагуанцев, много венесуэльцев, Колумбийцев. много колумбийцев, которые работают тут. Но опять же, они, ну, не такие жесткие, потому что если шаг влево, шаг вправо, ему скажут «до свидания», а он тут как бы вся жизнь у него держится на его работе. Ну, то есть ты считаешь, в Колумбии более высокооплачиваемая, да, чем... Ой, Колумбия, я говорю, ты Панама, что? Панама. Панама, ну, Колумбия, да. из всей вот Латинской Америки, Да. Панама самая крутая страна. Ага. Ну, опять же, тут средняя зарплата в Панаме 1500. Мгм. УЕ, ну, Ну да, понятно. Окей. Хорошо, круто. Рекомендации подписчикам какие дашь людям, которые хотят эмигрировать, но еще думают, сомневаются, куда ехать, куда не ехать, если думают про Панаму? Какие? но в Панаму, если есть деньги, приезжайте в Панаму, как минимум, вот, посмотреть. Ну, тут, опять же, если мы говорим, да, Панама очень разная страна, тут несколько климатических вариантов. Зон, да. Есть тут жара, есть где холод, есть где умеренный климат, там не на самых горах, а там вот в подножье горы.
там, где такой умеренный климат, такой европейский. Есть острова. Есть острова, прям ты как баунти, да, вот вся эта движуха среди индейцев. Есть индейцы в джунглях, там, которые живут на глиняном полу. В общем, ну... Выбор большой. Выбор реально большой. Люди веселые, добрые, добродушные. Никто тебе тут плохого слова не скажет. Ну, приехать посмотреть. Потому что, ну, опять же, жара. Опять же, латиноамериканский вот этот интеллект, менталитет. Ну, потому что тут абсолютно другой мир. Это стоит понимать, что тут абсолютно другой мир. Тут другие люди, у них другие привычки, у них другие взгляды на жизнь. И тут никто никуда не спешит, никто никуда не торопится. Ну, самое главное, что они приветливые, не агрессивные. Но все приветливые. Ну, ты сам видишь, да, что люди настолько открыты, настолько добродушные, что даже ты можешь зайти в стрёмный вот этот район, и никто там тебе ничего не сделает. Тебе, если, ну, увидят, что ты какой-то залетный, тебе даже скажут: давай, ну, выйди отсюда, вон дорога вон туда. Сразу прибегут полицейские, чтобы джик-джик-джик, чтобы ничего не произошло. То есть тут все настолько, ну, заработать здесь денег не получится. Okay. Ну, как получится, если ты упертый и уверенный, там, будешь пробивать головой все преграды, которые перед тобой, то, конечно, получится, но это сложно. Okay. Вот такие рекомендации, заключения от Иосифа. Так что пишите комментарии, с чем согласны, с чем не согласны. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Tell me what you need, tell me what you need, tell me.